Добрый день. За последние 2 недели сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России добились серьезных успехов и нанесли сокрушительное поражение группировкам ИГИЛ на востоке и центральной части Сирии. Всего за это время сирийскими вооруженными силами от террористов очищено 4800 квадратных километров территории. Боевики выбиты из 59 населенных пунктов. Выиграно сражение над террористическими группировками в районе города Дейр-эз-Зор, превосходящее по своей значимости и масштабу все предыдущие победы. Этого сирийский народ ждал более 3 лет. В интересах обеспечения высоких темпов наступления сирийской армии на Дейр-эз-Зор 5 сентября по плану Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в ходе массированного ракетно-авиационного удара наиболее важные объекты боевиков были поражены крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» с фрегата «Адмирал Эссен» из восточной части Средиземного моря. В результате удара уничтожены завод по ремонту бронетехники, склад вооружения и боеприпасов, командный пункт, узел связи и крупная база боевиков. Необходимо отметить, что в данном районе действовали банды террористов, выходцев из стран СНГ, в том числе и из России. Вчера Дейр-эз-Зор, долгое время находившийся в плотном кольце окружения и в самом центре территорий, контролируемых ИГИЛ, был разблокирован сирийскими войсками. За наступающими отрядами сирийской армии в город вошла колонна с гуманитарной помощью. Сегодня дополнительно в Дейр-эз-Зор направляются колонны с продовольствием, медикаментами и питьевой водой, которых жители не получали в достаточных количествах и терпели нечеловеческие лишения. Кроме того, сирийскими войсками освобожден стратегически важный транспортный узел – город Акербат, превращенный боевиками в мощный укрепленный район. Акербат сегодня представляет собой практически 2 города. Один на поверхности, другой подземный. Игиловцы в этом укрепленном районе, готовясь к длительной осаде, сосредоточили значительные запасы оружия, боеприпасов, продовольствия и медикаментов. Благодаря созданию 3 колец окружения группировка террористов в этом районе была расчленена, и в настоящее время завершается ее уничтожение по частям. Предоставляю слово командующему российской группировкой войск в Сирийской Арабской Республике генерал-полковнику Суровикину, который непосредственно руководит операцией, разработанной российским генеральным штабом совместно с сирийским командованием. Пожалуйста, Сергей Владимирович. Добрый день. Отряды правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела в ходе решительного наступления прорвали глубоко эшелонированную оборону группировки ИГИЛ и разблокировали город Дейр-эз-Зор северо-западного направления. Средний темп наступления правительственных войск последние 3 дня составлял 15-20 и более километров в сутки. Проведя частью сил отвлекающие действия, подразделениям сирийской армии удалось ввести противника в заблуждение относительно направления главного удара. В ходе ожесточенных боев террористы применили около 50 джихад-мобилей, 28 из которых были уничтожены штурмовыми отрядами правительственных войск на дальних подступах. Несмотря на ожесточенное сопротивление, все контратаки боевиков были отбиты. В результате мощной авиационной и артиллерийской поддержки игиловцам был нанесен значительный ущерб. В ходе встречного наступления отрядов генерала Сухела и защитников Дейр-эз-Зора под командованием генерала Захреддина из кольца окружения оборона боевиков была прорвана на участке шириной
3 километра. Сегодня ночью коридор расширен вдвое. Кроме того, еще одна группировка сирийских вооруженных сил подошла к городу со стороны Сохне и приступила к штурму укреплений бандформирований на подступах к Деризору. Развивается наступление проправительственных сил на Деризор с юга вдоль реки Ефрат. Таким образом, взятые в клещи главные силы боевиков ИГИЛ, стянутые сюда из Мосула, Раки и других районов. Завершается операция по ликвидации последнего крупного плота террористов на территории Сирии. Для обеспечения продвижения правительственных войск российская авиация круглосуточно наносит ракетно-бомбовые удары по объектам боевиков ИГИЛ. В ходе решающей фазы операции интенсивность ее действий возросла до 100 и более боевых вылетов в сутки. Для нанесения ударов по террористам каждый самолет выполняет по 3-4 самолета вылета в сутки. За последние 2 недели российские самолеты совершили 1417 боевых вылетов. По командным пунктам, лагерям и скоплениям боевиков нанесено 2687 авиационных ударов. Уничтожено 83 единицы бронетехники, более 200 автомобилей с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, реактивными системами залпового огня, артиллерийскими и зенитными орудиями и более 1200 террористов. Российские самолеты Су-34 и Су-35 из положения дежурства в воздухе уничтожают вновь выявленные цели, преимущественно бронетехнику, включая танки, автомобильные колонны с боеприпасами, артиллерию на огневых позициях, сковывая тем самым действия террористов и не позволяя боевикам ИГИЛ провести перегруппировку. Подразделениями 4-й танковой дивизии завершен разгром основных сил группировки ИГИЛ в районе города Кербат. С его взятием террористам перекрыты оставшиеся пути для перегруппировок бандгрупп, доставки им боеприпасов и материальных средств. При взятии этой цитадели игиловцы применяли беспрецедентное количество террористов-смертников. Ежедневно уничтожалось от 15 до 25 боевиков с поясами шахидов и по 4-5 джихад-мобилей. Все подступы к городу были усыпаны минами. В интересах наступления сирийской армии в районе Кербата авиацией воздушно-космических сил России нанесено 329 ударов, в результате которых уничтожено 27 единиц бронетехники, 48 пикапов с установленным крупнокалиберным вооружением и более 1000 боевиков. В настоящее время ведется операция по зачистке местности от бандформирования ИГИЛ в районах к западу и к северу от Акербата. Доклад закончен. Спасибо, Сергей Владимирович. Российская Федерация продолжает прилагать усилия для нормализации обстановки в освобожденных от террористов районах Сирийской Арабской Республики. Успешно функционируют 3 зоны деэскалации на юге Сирии, в районе Восточной Гуты и на севере провинции Хомс, в которых соблюдение режима прекращения боевых действий обеспечивают военнослужащие военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации. В результате договоренностей, достигнутых офицерами Российского центра по примирению враждующих сторон с представителями умеренной сирийской оппозиции, удалось разблокировать движение по стратегически важной трассе Хомс-Хама. Это позволило упростить перемещение людей и грузов между севером и югом Сирии, что способствует экономическому возрождению страны. Кроме того, в целях предотвращения провокаций и возможных столкновений между отрядами формирований сирийской свободной армии, находящимися на севере Сирии,
и курдским ополчением при содействии Российского центра по примирению создана зона деконфликтации в районе Тель-Рифьята. Подразделения сирийских правительственных войск сменили курдские вооруженные формирования, которые покинули данный район. В целях недопущения возможных провокаций и поддержания режима прекращения боевых действий в зону деконфликтации введено подразделение военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации. Развернуты 2 КПП и 4 наблюдательных поста, на которых российские военнослужащие выполняют задачи. Прекращение огня в этой зоне создало условия для возвращения беженцев в свои дома. Так в город Тель-Рифьят уже вернулось более 400 человек. Еще несколько сотен семей планируют сделать это в ближайшее время. Российские военнослужащие продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям освобожденных от террористов районов Сирии. За прошедшие 2 недели Центром по примирению враждующих сторон проведено 15 гуманитарных акций. Населению доставлено продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости общим весом более 29 тонн. Соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий подписано с представителями 26 населенных пунктов. Их общее число достигло 2233. Военными врачами госпиталя Минобороны медицинская помощь оказана более чем 1800 мирным жителям. Всего же квалифицированное лечение и консультации российских специалистов получило порядка 53 тысяч сирийцев. Соблюдение всеми сторонами внутрисирийского конфликта режима прекращения боевых действий и активное налаживание мирной жизни на территории Сирии, освобожденной от боевиков, в очередной раз демонстрируют действенность переговорного процесса в астанинском формате. Очередная, уже 6-я по счету встреча представителей сирийского правительства и оппозиции в Астане пройдет с 13 по 15 сентября. В ходе нее предусматривается принять документы, регламентирующие действия сил контроля деэскалации во всех 4 зонах деэскалации, включая Идлиб, а также положение о совместном координационном центре. В заключение хочу отметить, что Российская Федерация делает все, чтобы на сирийской земле как можно скорее воцарился мир, воздерживаясь от ненужного насилия и сохраняя жизни людей. При этом операция по уничтожению боевиков террористических группировок ИГИЛ и Джабгат ан-Нусра на территории Сирии будет продолжена до их полного уничтожения. Спасибо за внимание.